Let's begin now. Всем привет! Вы на канале Кругосветка с Третьяковой. Я путешествую по Шри-Ланке. Сегодня расскажу вам о бесценных сокровищах древнего Цейлона. Индиана Джонс нам бы позавидовал. Поднимаемся на Львиную гору. Это скальный дворец Сигирия. Ребята, они совсем озверели. Тут реально очень высоко и страшно. Такого вы не видели. Забытое величие Сингальского царства. Этим пещерным храмам больше 2000 лет. Слушайте, у древних буддистов была очень хорошая физическая подготовка. У них булки были как орех. Ехать в Сигирию лучше на рассвете. Кто раньше встает, легче поднимется на скалу. В полдень солнце готово испепелить дотла. Едем в Сигирию из Канди. Пока скорость очень хорошая. Выехали в 6:30. Небольшие пробки. Надеемся доехать за 2 часа. Вот. Но наша машинка, честно говоря, похожа на такую авторикшу. Маленькая. Стоит путешествие 8000. Водитель будет ждать нас еще на месте и отвезет сначала в Сигирию, а потом в Дамбулу. Сейчас за окном, смотрите, там река, называется Махавелла. Это самая длинная река. А на самом деле в маленькой вот такой машинёшке оказался очень большой плюс. Она ведет себя на дороге так же, как тук-тук и так же, как мотоцикл. То есть объезжает все подряд, выезжает на обочину. Мы выехали на дорогу, которая ведет непосредственно к Сигирии. Здесь асфальт уже закончился, и смотрите, началась какая дорожка. Сейчас я открою окно, будет лучше видно. Дальше начинается терракотовая глинистая почва. Впереди легендарная Львиная гора. Мы на месте. Сейчас идем покупать билеты. Тут, конечно, уже гиды предлагают свои услуги. Они уже русский язык подучили. Место очень благоустроенное. Здесь есть вот там недалеко за углом отделение местного банка. Если деньги не успели разменять, например, можно здесь разменять. Везде есть таблички, указатели, кафе, обустроенные туалеты. Обратила внимание, что Шри-Ланка остров собачий. Тут очень много собак везде. Вот они красавицы. Повсюду собаки, а кошек при этом мало. В Египте есть пирамиды Гизы, в Греции Акрополь, на Шри-Ланке Сигирия. Место, заселенное людьми как минимум еще в III веке до нашей эры. Сигирия возвышается над заросшей джунглями равниной. Высота примерно 183 метра, а находимся мы над уровнем моря сейчас на 350 примерно метров. В V веке в течение 18 лет здесь находилась столица Сингальского царства, позднее монастырь. Вокруг разбиты древнейшие в Азии водные сады. Правда, первоначально на их месте были 3 оборонительных рва. Они защищали скалу-крепость. Позже появились купальни и искусственные островки. Дальше проходим через террасный парк. Здесь сохранились фундаменты зданий царского дворца и вырубленные в скалах монашеские кельи. Там внизу есть таблички, что нельзя наступать на кирпичи, потому что кладка древняя, видимо, хрупкая, и были случаи, когда кто-нибудь вниз скатывался. Мы стараемся только на большие плиты наступать. В средние века скалу сделали неприступной, и никакая вражеская армия не могла добраться до этой укрепленной столицы Сингальского, или еще, как говорят, Сингалесского царства. Смотрите, вон, туда нам нужно подниматься. Вообще все пишут, что 1200 ступеней здесь, но мне кажется, никто толком не считал, сколько их. Так, сказали, чуть больше 1000, но мне кажется, их миллион. Shall we begin? Let's begin now. Здесь
так все организовано, что когда мы идем в гору, мы поднимаемся, получается, вот по этой лестнице, а выход организован там, дальше. Вот это расстояние мы уже смогли пройти. Теперь надо уже забыть о камере и сосредоточиться на ступеньках, потому что штука реально тут опасная. Тут уже самая жесть началась. Очень узкая винтовая лестница. Белка, белка, господи, как она сюда забралась? Надеюсь, что Светка не пила. Это действительно белка. Где она? И как она будет перелазить? На полпути к вершине зеркальная стена. Когда-то царские слуги полировали ее до блеска. Нашла тут такое интересное место, смотрите. Это, конечно, не для орудий оборонительных, а я думаю, что скорее для воды, когда дожди идут проливные, чтобы водичка отсюда вытекала. По узкой лестнице попадаем на широкую каменную платформу. Здесь на вершине сохранились лапы гигантского льва. Это символ правящей династии ланкийской древней. Здесь стояла статуя главного символа сингальской царской династии. Чтобы подняться к самой вершине, царскому дворцу, нужно было войти в львиную пасть. Более того, на Цейлоне рассказывают, что ланкийцы произошли от потомков льва и человека. Лев и сегодня изображен на флаге Шри-Ланки. Жара за 30, адская сковородка вместо райского острова. У этих детей у каждого по бутылке воды. Хотела отнять, прям выхватить. Город обезьян, хвостатые здесь повсюду. Тем, кто боится высоты, лучше полюбоваться львиной скалой из долины. Подъем на самом деле не шуточный. Лестница в небо приведет к самой вершине Сигирии. Собственно, вот она, самая высокая точка Львиной горы. Когда-то здесь находился дворец, сейчас остался фундамент. Вид отсюда потрясающий. Озера, зелень. Смотрите, какая красота. Когда-то здесь был огромный дворец. Смотрите, что сохранилось до наших дней. Есть основания от огромных каменных скульптур, вырезанные в скале террасы и лестницы, стены и бассейны. Скорее всего, в этом бассейне сейчас дождевая вода. Но мы решили ножки промочить немножечко. Главное, чтобы не кипяток был. А вот сейчас у меня такое ощущение, что я нахожусь у подножия какой-то древней пирамиды. Посмотрите. Может, когда-то здесь была пирамида побольше знаменитой пирамиды Хеопса из долины Гизы. Каким был древний дворец на самом деле, точно никто сказать не сможет. Он давно разрушен. Самый первый дворец здесь был построен в V веке нашей эры. Это был королевский дворец царя Кассиапы. В 16-17 веке дворец пережил второе рождение. Тогда на Шри-Ланке трон занял очень трусливый царь. Он боялся собственного брата, боялся, что тот его убьет и займет его престол. И он перенес свой дворец сюда, в безопасное место, на вершину Сигирии. Вокруг проложил каналы с водой, выставил армию. А закончилось все тем, что трон занял все-таки тот, кого так сильно боялись. Когда-то здесь было множество вот таких бассейнов, купалин царских, каналов, но время не пощадило Сигирию. Остался фундамент и остались терракотовые камни, которые могут многое рассказать о древности, об истории Шри-Ланки. На уроках истории ланкийские дети изучают легенды и мифы о событиях тысячелетней давности. По ним на острове когда-то жили ракшасы. Древняя история рассказывает о том, что когда-то Шри-Ланка была тем самым местом, откуда правил злой демон Равана. Причем правил он не только Шри-Ланкой, но и вообще всем миром. А древнеиндийский эпос, известный Рамайна, рассказывает о том, как Равана похитил прекрасную Ситу, жену Рамы. И развязалась настоящая война между демонами и людьми. По этой версии, первый дворец Сигирия был резиденцией Раваны. Сохранилось даже имя архитектора этого сооружения. Его звали Вишвакарна. Он достал гигантский камень из вулканических пород и построил Сигирию.
Кстати, ракшасы не поднимались в гору, они попадали на скалу на летающих колесницах. Сейчас находиться на вершине скальной крепости можно, не опасаясь нападения демонов, и спокойно любоваться окрестностями. Ой, ну что, осталось всего ничего, спуститься вниз. Лестница вниз ведет к южным воротам, через развалы с сувенирами и город диких обезьян. Друзья, а сейчас самое время поставить лайк и подписаться на мой канал, и вы точно не пропустите новые серии. Такого вы еще не видели. Стены этих пещер украшали фресками еще в 1 веке до нашей эры. Идем в пещерный храм, и как вы думаете, где он? Он опять на вершине какой-то горы. Из Сигирии отправляемся в городок Дамбула. Не знаю, вообще можно сюда забираться или нет. Прогулка по ланкийским святыням заменяет несколько дней в спортзале. Всегда нужно куда-то подниматься, потом долго спускаться. После Сигирии обязательно стоит как следует подкрепиться. В горной Шри-Ланке можно смело попробовать национальные блюда. Тасай из чечевицы и обжаренного на кунжутном масле лука с добавлением мякоти кокоса, рис карри или овощи, местную стручковую фасоль. Сами ланкийцы на завтрак, на обед и на ужин едят бурый рис. Гостям всегда предложат соки и свежие фрукты. Дамбула – крошечный городок. Он находится между Канди, Анурадхапурой и Палонарувой. Нам эти названия мало о чем говорят, а для ланкийцев это их великая история. 3 столицы древних сингальских царств. Вот, наконец, золотой храм Дамбула. Издалека видна установленная на крыше 30-метровая статуя Будды. Но это лишь своего рода указатель. Древний пещерный храм 1 века находится за этим новоделом в горах. Забрались на самую крышу храма, золотого храма в Дамбуле. Не знаю, вообще можно сюда забираться или нет, но в общем так близко смотрим на Будду, как только можно. А собственно там, за стенами храма, находится маленький городочек Дамбула. Я думаю, что иностранные туристы, если сюда и заезжают, то только ради вот этого храма и еще одного пещерного. Ланкийцы считаются буддистами, хотя на деле все сложнее. Они также поклоняются индийским божествам и демонам времен шаманизма. Здесь у каждой горы и водоема свой дух-хранитель. Его лучше не гневить. На острове повсеместно распространены аюрведа и астрология, гадание и магия. Есть даже храмы отмщения, где можно прочитать одну-другую мантру и навлечь проклятие на своего обидчика. Но мы направляемся не туда, а в древнейший в Азии пещерный храмовый комплекс. Вверх по склону ведут ступени к древним пещерам. Это то самое место, ради которого и едут в Дамбулу. Слушайте, у древних буддистов была очень хорошая физическая подготовка. У них булки были, как орех. Идем в пещерный храм, и как вы думаете, где он? Он опять на вершине какой-то горы. Нельзя было пещеру пониже найти. Продолжаем осмотр достопримечательностей в формате суперкардио. Пещера с Буддой. Почему-то пещера так высоко. Почему нельзя было найти пещеру пониже? Пещеры – буддийская святыня. Входить можно только босиком. Сейчас Светка побежит. Давай, Свет, беги. Нет. Она все равно придется бежать. Тетя. А почему Марина не бежит? Потому что Марина умная. Марина носоченьки взяла. За белоснежной колоннадой 5 больших и несколько маленьких пещер. Поражает количество статуй Будд. На Западе хорошо знают Будду Шакьямуни.
Это тот, что жил в Индии почти 2500 лет назад, но на самом деле Будд много. Считается, что следующим на Землю явится Будда Майтрея. Событие еще не произошло, но статуи уже есть. Посмотрите на эти фрески, они созданы в 16-17 веках, есть и постарше, 5 века, а самые древние не сохранились. Еще в 1 веке до нашей эры в этих пещерах скрывался беглый царь Валагамбаху. Когда он вернул себе трон, то приказал украсить стены пещер росписями. К этому месту благоволили и другие сингальские правители. Статуи и ступы щедро украшали золотом. Само место даже называли «Золотой скалой». Очень странный храм. Маленькая пещера и лежит огромный Будда. Это самая большая 14-метровая статуя лежащего Будды. Он изображен в момент ухода в нирвану. Однако называется пещера Девараджа Вихарая или храм Верховного Божества Вишну. Его фигурка скромно стоит в глубине прохладного помещения. Самая огромная пещера Махараджа Вихарая или храм Великого Царя. Ширина 52 метра, высота сводов 7 метров. На главной статуе Будды сохранились следы золота, которым она когда-то была покрыта. После Сигирии и Дамбулы как-то особенно отчетливо начинаешь понимать, что в этой части земного шара люди живут в другом измерении. У них другие герои и мифы, другие события записаны в учебниках истории. В следующих сериях вас ждут чайная столица Шри-Ланки, город Нувара-Элия и та самая плантация, на которой выращивают чай для английской королевы. Уроки серфинга и обзор самых лучших пляжей Шри-Ланки. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!